Украина готова к прекращению огня. Теперь слово за Россией. Но пока что Москва и Киев продолжают обмениваться ударами. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мы начинаем. Украина согласилась ввести режим временного прекращения огня. Об этом стало известно после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. В ответ США разморозили военную помощь Киеву. Переговоры в Джиде продолжались около 8 часов. По их результатам советник президента США по национальной безопасности Майк Волтс объявил, что украинские союзники разделяют стремление президента Дональда Трампа остановить войну. Госсекретарь Марко Рубио в свою очередь рассказал, что изначально Украина предлагала ввести прекращение огня только в воздухе и на море, но в итоге согласилась на полную остановку боевых действий на 30 дней. Следующий шаг, по словам главы Госдепа, предложить те же условия Москве. Дональд Трамп остался доволен переговорами в Джиде и заявил, что в ближайшее время состоится встреча из делегацией России. Цитата: «Надеюсь, что президент Путин согласится. Танго танцуют вдвоем». Конец цитаты. Переговоры проходят на фоне постоянных обстрелов Украины. Вечером 11 марта произошла массированная атака беспилотников на украинский Днепр. По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, произошел пожар на объекте инфраструктуры. Также получили повреждения 2 частных дома. Жители сообщали о нескольких взрывах. Также взрывы произошли в Сумах. Российский дрон попал в складское помещение. По предварительным данным, никто не пострадал. В России тоже было громко. Воздушную тревогу объявляли в Орле. Смотрите, еще летит. Еще летит. Это уже 15-й, блядь. Вот так вот они. Также сирены звучали в Брянской, Рязанской, Тульской и Московской областях. Минобороны отчиталось об уничтожении 21 беспилотника за ночь. В Московской области в сводке при этом нет. Ну и рубрика «Подарки вдовам военных» продолжается. Недавно матери погибшего солдата подарили мясорубку и заставили записывать ролик о том, что она сама ее попросила. А теперь детский омбудсмен Карелии подарил вдовам военных крючки для женских сумок, назвав их многофункциональной медалью уполномоченного. Для этого женщины собрали и вывезли на туристическую базу под Петрозаводском. В 5 регионах России избыточная смертность за прошлый год превысила 30%. Напомню, что из-за сокрытия официальных данных журналисты судят о смертности на войне, в том числе по этому показателю. Как подсчитало на основе данных Росстата издание «Если быть точным», в республике Тыва избыточная смертность превысила 50%. На Алтае она составляет более 44,5%, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ингушетии более 30%. Ранее Росстат отчитался, что в 2024 году смертность в России выросла на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. У проекта расчеты показали совсем другие данные. Рост по стране на 7,8%. Автобус с иностранцами попал в серьезную аварию из-за сильного ветра. Его порывы сдули машину в кювет. Авария произошла в Оренбургской области на федеральной трассе. 52 иностранца ехали из Ташкента в Казань, когда их автобус свалился с дороги. К счастью, никто не пострадал. Пассажиров перевезли на дополнительном транспорте в ближайшее село и разместили в ДК. Ну и закончим хорошей новостью. По сети распространяется видео необычного спасения овцы. Животное упало в реку в китайском Кашгаре. На помощь поспешил машинист экскаватора. Он заметил тонущую овцу, подъехал к воде, опустил ковш в воду и за несколько попыток смог зачерпнуть ее вместе с водой. Это все новости к этому часу. Подписывайтесь и ставьте лайк, так это видео увидит больше людей. Меня зовут Василий Азаров, а днем выпуск новостей для вас проведет моя коллега Марина Муратова. До встречи.